Всем доброй ночи. Я думаю, что многие из вас смотрели мой ролик о змеях. Цикл такой роликов я снимала и снимаю, и буду продолжать. Называется «Предание предков. Змеи». Так вот, я там рассказала о том, что змеи непростые существа, что они как посредники между миром живых и миром духов. Потому что они ползают везде, всюду, они знают все потайные углы и места. И у змей есть особая миссия в этом мире. Я бы сказала, что в селениях даже есть домашние змеи. То есть змея, которая живет, ну не прям как собака, но что-то в этом роде. И эта змея уничтожает грызунов. Эта змея оберегает от злых чар и духов семью, и поэтому эту змею никто не обижает. Знают о ее существовании, стараются не трогать, если видят, и не боятся. Так вот, я хочу вам подарить ритуал, который поможет вам через змею получить желаемое. В древние времена на Востоке укротители знали особый язык, особые слова, которым подчиняли змей. Я нашла в архивах давно эти слова особые. Честно говоря, они подчиняют не только змей, оказалось, но и других животных. Подчиняют своей воле. После вот того, как эти слова ты говоришь, конечно, я сейчас буду переадресовывать эти слова змее, но в любом случае подчиняют любое животное. Это такие ключевые слова, слова-ключи. Поскольку вы знаете, что я дарю ритуалы иногда канонические, потому что те, которые создают ритуалы, прекрасно знают, что есть слова-ключи для определенной магии. Скажем, для русской магии есть определенные слова-ключи, например, да, снять, отражай, сними, притки, уроки, призоры, порчи и так далее. Поэтому в разных ритуалах по-разному они как бы используются. Если ты следуешь каноническому вот именно образу создавания ритуалов, то ты не можешь обойти эти слова-ключи, обязательно их используешь. Поэтому могут эти слова иногда встречаться и в других ритуалах, в других заговорах. Однако, когда ты берешь эти слова-ключи, ты по-своему их выдаешь и на свой лад. Это уже твой авторский ритуал. Есть ритуалы, о которых я говорю. Вот такие ритуалы существуют, да, несколько разных версий есть. Вот это моя версия. Поэтому не стоит удивляться, если есть определенные слова-ключи. Не может человек от балды писать ритуал, если он хочет, чтобы ритуал сработал. Он должен следовать канонам, законам. Точно так же, как нельзя, например, от балды писать икону. Есть законы иконописи. То есть есть каноны определенные, да, каноническая иконопись. Ты не можешь изображать там Богоматерь с, не знаю, с какой-то, с ободком современным и так далее. Есть каноны и законы, ты их пройти, переступить не можешь. Это одно, когда ты создаешь ритуалы канонические, то там встречаются слова, которые могут встречаться и в других ритуалах. Однако эти слова-ключи в твоем ритуале, в твоей работе по-другому переставлены, по-другому звучат и работают по-иному. Для нормального, адекватного, образованного человека в этом вопросов, в этом деле возникать не должно. Но что касаемо ритуалов именно своих, авторских, это совсем иное. Это те ритуалы, которых нигде невозможно встретить. Не просто встретить, но и схожие, да, похожие ритуалы встретить невозможно. Так вот, вот еще один ритуал из той же серии, который встретить невозможно нигде, потому что это авторские от и до. Единственное, что там есть, это древние слова, которые взяты из древних архивов давно-давно. Но ритуал к этим словам создан мной. Итак, обращение к змее
Если у вас есть очень заветная мечта, и вы хотите эту мечту осуществить, вы должны говорить с живой змеей. Не обязательно, чтобы вы прям держали ее в руках. Вы можете в террариум сходить и там постоять и начитать. Если у вас есть близкие, знакомые, друзья, у которых есть змея, вы можете попроситься к ним. Но это не должно быть превращено в какое-то шоу, когда все стоят, а вы змеи читаете. Это должно быть в одиночестве. Даже если человек знает, что вы что-то начитаете змее, вы не должны, не имеете права вот превращать это в какой некий такой балаган. Иначе будете наказаны, потому что ритуалы, заговоры – это очень серьезно. Магия вообще сама по себе серьезна. Вы не смотрите, что куда ни плюнь, одни маги и колдуны. На самом деле они свое наказание получают, и очень даже. Отношение к этому должно быть серьезное, и не каждому это дано. Но в этом случае, если я вам дарю и говорю, что вы можете провести, если вы проведете согласно всем этим рекомендациям и советам, то у вас получится. Итак, живая змея. Змея как посредник между силами. Вы должны попросить ее начитать. То есть, глядя на эту змею, можно через стекло, естественно, если, конечно, она у вас не ручная, сказать ей эти слова. Через некоторое время, когда это получится, а оно обязательно получится, чем-нибудь угостить эту змею. Если это террариум, то ничего делать не нужно. Просто возьмите 13 монет, возьмите кусок мяса, отнесите под дерево, положите и говорите змеиному духу. Отвернитесь и уходите. Потому что если змея услышала и исполнила, то благодарить ее нужно обязательно. Так вот, здесь, конечно, не живая змея. Это мой оберег. Я уже говорила, это индийское дерево бук. И внутри него еще много чего. Она очень похожа на живую. Если вы заметили, да, это гремучая змея. Вот, змейка моя. Уже сколько лет ей? Много лет. Она одна из самых моих первых атрибутов. Почти, практически. Хотя есть более старые, но это тоже очень старый атрибут мой. Словно готовится к прыжку. Итак, смотрим в глаза змеи, читаем 1 раз. Смотрю в глаза змеиные. Змея, ты посланница сил. Ты видишь и слышишь древних духов. Ты с ними говоришь. Ты просишь у них и получаешь. Я беру тебя посредницей и другом. И прошу твоей помощи. О, ты скользкая, чешуйчатая, о, ты мудрая и бесноватая, мой змеиный друг. Обращусь к тебе, попрошу тебя, шипы и шурши, духом передай просьбу от меня. Знаю тайный слог, ключ от всех дверей. Кто сии слова тебе передаст, и просьбу тайком он тебе отдаст, и получит все, что желает он. Духи узнают тайные слова, да услышится змеёю мольба. Он духом скажет, или она, смотря какой пол вашей змеи, и духи исполнят. А это те самые слова. Омар, Мерабани, Омар, Одуст, Рафт. Омар, Мерабани, Омар, Одуст, Рафт. Омар, Мерабани, Омар, Одуст, Рафт. Скажите просьбу, и в конце да исполнится. Запомните, змеиный язык, шипение, шуршание считается языком духов, черным языком. Именно поэтому, когда мы что-то говорим шепотом, мы практически как змеи шипим. Правда? Или мы что-то тайком хотим передать друг другу и говорим: тише, чтобы никто не слышал.
То есть мы шепчем. А значит, это тайный слог, то есть что-то тайное мы говорим, нечто такое, что знают избранные, да, только мы с тобой, если мы передаем тайну. Так что шипение змеи, шуршание змеи всегда считалось языком духов, причем темных духов. Еще раз говорю, если змея ручная после того, как исполнит вашу просьбу, угостите чем-нибудь, что он ест, или она, это змея, он, потому что бывают и мальчики, и девочки. Если через террариум вы не можете передать благодарность, или у друзей, которым вы не можете ничего отнести, или они не позволят ничего кинуть змее, то отнесите кусок мяса, 13 монет, оставляйте возле дерева и говорите: «Откупаюсь от духа змеи». Отвернулись и ушли. Если сделаете все как положено, у вас получится. Слишком часто не обращайтесь к ней по очень-очень важным делам, что бы там ни случилось. Опасность ли это? Выселяет ли вас из дома, должны ли вы кому, угрожает ли вам. Любая просьба будет услышана, только сделайте правильно. Всем удачи!